Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Неожиданности и сюрпризы июля. Таро расклад. События до конца июля месяца. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Каковы неожиданности и каковы сюрпризы. У нас две колоды. Первая – это цыганский пасьянс. Маленькие карты, которые с рандомными значениями больше показывают именно события. И используем мы карты Таро раскрыть некоторые вопросы, как это с психологической точки зрения будет выглядеть, или как наши отношения, что мы будем при этом чувствовать, или, может быть, еще как-то дополнят своими значениями. Давайте узнаем. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Все же мы все разные. У кого-то может вообще ничего не совпасть. Но, тем не менее, жизнь тоже не бывает полностью предсказуема. И если допустить альтернативные варианты развития событий или то, чего мы где-то не ждем, то подобные расклады нам помогут просчитать что-то на пару шагов вперед. Или не заставить нас врасплох, может быть и так. Давайте узнаем одним словом. И я смотрю за совпадающими значениями, и вы, мои дорогие козероги, тоже наблюдайте. Если я что-то пропустила, напишите. Мы обсудим неожиданности и сюрпризы для козерогов до конца июля месяца. Что же нам расскажут карты? И наш расклад сразу начинается. Победа. Какой-то вопрос точно решите. Или он сам решится, может быть, вы ждете каких-то бумаг, документов, но одним словом, плюс какой-то победа у вас будет. Это точно. Чему-то вы порадуетесь. Более того, еще и благополучие. Голубь в этой колоде карт обозначает именно благополучие. Победа, благополучие. Что еще? Но, видите, есть вот без ложки дегтя в бочке с медом не бывает. И маска – это скрытый враг. Это тот, который может наблюдать, себя не выдавая. Кому очень любопытно, чем вы живете, мои дорогие козероги. Или само по себе то, что, знаете, действительно, как человек вам говорит что-то доброе, хорошее, а сам в душе какие-то другие мысли имеет. И если выпадает это значение, и у вас и победа, и благополучие, может быть, будет кто-то в вашем окружении, который не очень рад. Ну, тут банально у кого-то может проиграться, вам предлагают должность или какие-то бонусы, вас за что-то поощряют, а не его, вот того другого, который на что-то рассчитывал. И как бы и сказать-то ему нечего, но порадоваться за вас он вряд ли может. Более того, у вас еще выпадает код, это флирт. Может быть, будьте внимательны к своему окружению. С вами буквально кто-то может заигрывать, потому что ему так выгодно, мои дорогие. Как и представители прекрасной половины человечества, мои дорогие девочки, козерожки, так и мужчины. Тут ведь по-разному. Мы все где-то не можем устоять, если нам начинают делать комплименты. Но пока ситуация не разберется как-то впредь, будьте где-то делите надвое. Конечно, это может и не совпадать, потому что скрытый враг это может быть один человек, а какой-то флирт это может касаться вас самих. Или вы сами, мои дорогие козероги, вынуждены с кем-то флиртовать, при этом одевая маски. Или вы задумали что-то свое, но обстановка такова, вы понимаете, я не должна себе сейчас навредить. Поэтому я понимаю, что люди разные, и их мысли, они тоже в своей какой-то у каждого плоскости находятся. И мне придется провзаимодействовать где-то более с лояльных энергий, нежели кому-то что-то доказывая. У кого-то вот этот дуплет будет говорить о такой ситуации. А я бы еще сказала все равно, вот смотрите, как у вас, мои дорогие, выпадает благополучие, да, мы сказали. Дальше у нас выпадает победа. И
подкова – это семейное счастье. То есть что-то доброе, хорошее в личной жизни, флирт, радость. В принципе, приподнятое настроение, хорошее настроение. Но есть и тот, который могут у вас выпытывать. Расскажи, а что у тебя в личной жизни? Иногда подобные беспардонные вопросы нас сначала ставят в тупик, а потом мы можем сказать больше, чем намеревались. Поэтому берегите себя, берегите свое счастье. Счастье, как и удача, любит тишину. И у вас здесь как будто и счастье, и удача сходятся в одной точке. Вот что-то такое. Ну, может быть, даже не один вопрос, а несколько вы сумеете решить благополучно. Кто-то надумает по части личной жизни перевести отношения, если раньше была дружба или вы встречались, оформить. Потому что книга – это в этом раскладе как казенный дом. Это учреждение, организация. Это то, где мы оформляем документы, что-то подписываем, согласовываем, какие-то контракты. У кого-то это может быть как сама по себе работа и дом. И там вот какие-то события происходят. Но это могут быть и по части вашей личной жизни какие-то согласования, которые вы вынуждены отправиться к чиновникам, что-то подписывать самыми разными. Или еще какие-то учреждения. Давайте пойдем дальше. Радость еще какая-то будет. Да, мои дорогие. Вот. Венок – это радость. Какое-то счастливое, приятное событие. Но вот смотрите, выпадает, само сложилось, что называется, цепи – это сердечная тяжесть. И у вас выпала карта маска. Так вот, значение точнее маска. И я могу предположить, что вот этого скрытого врага вы вычислите, если таковой имеется. Но это и вы, правда, можете сами тоже маску одевать, потому что вы в чем-то не уверены. Или в человеке в каком-то вы не уверены. Может, это на работе, новый сотрудник, или новый руководитель, или вообще какая-то обстановка, не разбери пойми что. И тогда мне придется одевать маски, потому что, ну, как ситуация вынуждает. Себе не навредить. Но так или иначе, вот посмотрите, у кого-то могут быть, как все сложится. Вот бесконечный вопрос, что будет дальше? И вы можете себе задавать, в чем-то сомневаться, а рядом выпадает лебедь. И это карта любви, карта верности, значение, лебедь, мои дорогие. И нам ведь сказали про семейное счастье, и здесь вот какая-то личная история со знаком плюс. Или это вы принесете свои сомнения домой, и ваш близкий человек будет вам говорить: да забудь ты это все, там какая-то ерунда, и ты расслабься, да, и давай отдохнем, давай куда-нибудь, или пойдем погуляем, или куда-то съездим, давай что-нибудь приятное друг другу устроим, чтобы вас увести от каких-то вот этих сложных мыслей, может быть, по части работы. Ну, 1001 вариация, наверное, может быть. Давайте посмотрим, что еще выпадает. Любовь еще выпадает у вас. И причем, посмотрите, да, у вас есть единомышленники. Есть вот, наверное, как минимум один человек, которому вы можете доверять. Радость выпадает. Дальше. Прочный союз, надежные отношения. Конечно, это и по личной жизни может свидетельствовать, что у вас и на работе есть кто-то, ну, кому вы можете доверять. Или если бизнес, это ваши партнерские отношения. Ну, одна как минимум персона такая присутствует. Но я так больше вижу, что это по части личной жизни. Прочный союз выпал, как повторюсь, с радостью и внизу. На десерт любовь, роза, мои дорогие. Вот такой расклад. Ну, кто знает, кем окажется вот эта маска. Или это ваше решение, что да, я где-то буду хитрее. Или пусть это будут люди, но в любом случае держать руку на пульсе, я бы все же сказала, нужно на вторую половину июля. Люди, скорее всего, могут где-то хитрить. Или обстановка, ну, быстро не прояснится. Но для вас все равно что-то складывается в плюс. Причем так фундаментально, как вам нравится, мои дорогие. Может быть, есть какая-то история, в которой вы окончательно разберетесь. Сатурн, ваша планета-управитель, в рыбах, в ретро-движении. Какая-то история нам может быть, ну, как высшие силы возвращают на
пересмотр, доработку или с чем-то разобраться, окончательно последний аккорд сыграть свой, расставить все по местам, какие-то точки. Может быть, это не так быстро, в чем-то вы уже преуспеете и в июле, ну а какие-то вопросы еще, может быть, перейдут. Ведь это транзит до 15 ноября. Неожиданности и сюрпризы для козерогов. Давайте узнаем, что нам расскажут карты Таро. Неожиданности и сюрпризы. А вам хочется драйва? Вам не хочется стопора, вам не хочется какого-то штиля. Наоборот, хочется что-то изменить. По рыцарю жезлов мы как раз готовы к неожиданностям, лишь бы не застой. И держим руку на пульсе. Больше энергии, жизненной энергии будет. И по этой карте к вам кто-то может приехать, или вам придется куда-то отправиться. Сами по себе события могут сменять очень быстро друг друга. По этой карте все-таки рыцарь жезлов. Какая-то турбулентность периода может быть. Пусть не у всех, но тем не менее, или это обстоятельства, которые вокруг вас, и они каким-то образом на вас влияют, и вам нужно свою стратегию, тактику тоже как-то подстроить под то, что происходит извне, может быть и так. Или это то, с чем вы сталкиваетесь. Может быть и ваша какая-то поездка, как неожиданность, или приезд человека к вам. Вот все то, что мы говорили с вами, карта башня, с одной стороны, нам показан зверек, который находится в укрытии, несмотря на какую-то молнию или как буря, может быть. Есть по карте башня, 16-му аркану, такое значение успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. То есть у вас будет какая-то ситуация такая, когда вы успеете что-то сделать. И будете собой очень гордиться, и будете себя благодарить. Правда, руку на пульсе уже в который раз повторяюсь, карты Таро дополняют карты цинганского пасьянса, потому что на вас будут именно влиять события извне. И вам быстро надо проанализировать. Нужно будет мои задачи на последующий период, чего я хочу добиться, или какие задачи я поставлю, что для меня в приоритете, и той обстановкой, которая есть в реальности, и вашими возможностями. Вот эти три составляющие свести в одно. И может быть как раз вот какое-то очень важное решение. Не рисковать собой. Вот это самое главное. Карта сразу дает совет. Вообще, пусть не в этой колоде, есть Таро ангелов, где на карте прорисовано, что ангел берет за руку человека и уводит из той башни, которая через какой-то момент будет разрушена от попадания молнии. И для вас может сложиться такой момент, что вот я еду прямо сейчас или никогда. И тогда не сомневайтесь долго. Если чувствуете, что нужно, значит езжайте. Повторюсь, смотрят люди меня из разных стран. Вы не должны себе навредить. И при этом рыцарь жезлов, как будто, знаете, дорога, да, она вот может где-то нас пугать неожиданностью. Но внутренне, мои дорогие, вы ведь сильные люди. Вы будете к этим неожиданностям готовы. И если уже мы так возвращаемся к карте рыцарь жезлов, посмотрите, нам девушка показана. Она счастлива от этого драйва. Поэтому вам что-то понравится. Даже если хоть камни с неба. А вам, мои дорогие козероги, будет хорошо. И надо сказать, к чему ваш Сатурн в рыбах, в ретро-движении призывает. Не нагружай себя какими-то дополнительными обязательствами. Удели внимание собственному отдыху. Удели внимание собственной безопасности. Буквально где-то расслабься. Подумай о себе. Не о чувстве долга, а именно о себе. Себя поставь на первое место. Вот так. Неожиданности и сюрпризы. Вот, вы знаете, я уже больше не буду ничего доставать, потому что второй, кстати, старший аркан, но о чем говорит? Императрица. У кого-то, да, в личной жизни тут какие-то перемены происходят. Но тоже, я бы сказала, когда эта карта выпадает, всегда надеемся сами на себя. Сами на себя, и мы не должны с собой рисковать. Вот одно значение дополняет предыдущее. У вас получится абсолютно точно, на 1000%, какой-то ваш проект. И пусть он где-то по времени идет с остановками, заминками, или дополняются какие-то новые факты, или происходят вокруг какие-то тоже случайности. Но так или иначе, вот Козерог медленно, но верно идет к своей цели. И вы получите то, что вы хотите.
Для кого-то смена статуса по работе, у кого-то смена статуса по личной жизни. Но это карта, когда соединены в одной точке, знаете как, все вопросы благополучия. Когда в полном балансе и личная жизнь, когда и финансовый вопрос, когда и ваши честолюбивые планы, то, что мы называем карьерой, когда и новые какие-то идеи, которые вы сумеете как раз реализовать. Но где-то себя сохранять нужно. Помните, императрица никогда собой не рискует. И это все то, что я до этого момента сказала. И карта башня это тоже дополняет. Хоть камни с неба, но для вас изобилие, процветание. В сторону собственного счастья лежит путь в течение второй половины июля месяца. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.